Всем привет, с вами Ксюша. Сегодня я хочу поделиться своим жизненным опытом. А точнее говоря, расскажу о своих жизненных уроках, которые мне преподала жизнь. Мне 27 лет, что-то я поняла давненько, а что-то буквально в прошлом месяце, поэтому, думаю, будет интересно. Самый простой, но в то же время важный урок — это то, что красота начинается изнутри и с любви к себе. Чем больше у вас внутренней опоры, внутренней силы, уверенности в себе, тем вы красивее даже внешне. И, конечно, вы можете развиваться как внешне, как внутренне, по-разному проявлять любовь к себе, ухаживать за собой. Но именно без внутренней красоты, без внутренней уверенности в себе, без внутреннего характера внешняя красота, она не подсвечивается. Ее, можно сказать, не видно. И несмотря на то, как ты сегодня одет, может быть, ты не выспался, если у тебя вот есть это внутреннее свечение, то оно передается и наружу. Следующий урок — это Вселенная бесконечна, а вот время нет. Оно летит с молниеносной скоростью. Мне кажется, со скоростью света, потому что сейчас мне 27 лет, и знаете, в период с 21 года до 27 лет все это время для меня прошло как 1 год. Мне кажется, как так? Я вроде бы только что училась в университете на 2-м курсе, а сейчас я понимаю, что я закончила универ где-то 2-3 или даже 4 года назад. Поэтому нет времени лучше, чем сейчас начать заниматься каким-то делом, начать заниматься тем, что вы хотите, что вы давно хотели, откладывали. Время каждого из нас не бесконечно, оно когда-то закончится. И я это говорю не с такой меланхоличной ноткой, это просто реальность, это правда и это нормально. Поэтому пользуйтесь своим временем и уже сейчас начинайте делать то, что вы откладывали. Ох, мой самый любимый урок жизненный, который преподала мне жизнь, и спасибо тебе за это, он называется «Успешный успех». Раньше я думала, что только при условии успеха, только при условии, что я чего-то добьюсь, я стану счастливой. Но жизнь меня научила, что счастье, оно должно быть независимо от так называемого успеха. Счастье надо уметь разглядеть уже сейчас, уже на том самом пути, на котором вы находитесь, в тех самых днях, в которых вы проводите свое время, в рутине, в работе, в семье, в друзьях, в любимых. Конечно, я не опускаю тот факт, что если у вас все круто на работе, в карьере, то вы будете ощущать некоторый прилив энергии, радость и такую гордость за себя. Но это не должно определять вашего счастья, и это не определяет ваше счастье, потому что как только вы достигнете чего-то, у вас сразу же появится новая цель. И по факту, вы знаете, вы будете только бегать от одной цели к другой цели. Но именно вот эта дорога, когда вы бегаете к этим самым целям, это и есть ваша жизнь. И именно там нужно ощущать счастье, находить его во всех этих мелочах. Не стоит зацикливаться на успехе и на какой-то конечной точке, иначе это будет бесконечная гонка, у которой нет финиша. А сейчас самый смешной жизненный урок, который мне принес физическую боль в прошлом месяце. Я думаю, все знают, что нельзя на голодный желудок принимать какие-то обезболивающие таблетки, да и в целом, наверное, все таблетки практически нельзя пить на голодный желудок. Я про это тоже прекрасно знала, но случился один день, когда у меня болела голова. Это было вечером, и я такая подумала: ладно, отосплюсь, голова пройдет с утра. С утра я просыпаюсь, и у меня также сильно болит голова. И в этот момент она у меня, видимо, отключилась. Я встаю с кровати и сразу же иду на кухню пить обезболивающую таблетку. Просто никогда так не делайте, никогда не повторяйте за мной, потому что в тот самый день на собственном примере осознала тот факт еще раз и, можно сказать, глубже, что нельзя ни в коем случае принимать обезболивающие и какие-либо еще таблетки на голодный пустой желудок. Потому что, как мне объяснил папа, вот ты представь, у тебя пустой желудок, и у тебя падает вот эта обезболивающая таблетка в желудок, конкретно на какую-то стенку, и она ее, в кавычках, прожигает. Это со мной случилось, у меня было такое некоторое отравление, то есть я пила воду и... вы сами понимаете, что происходило. То есть я не могла принять никакую еду, у меня сразу же живот как бы отказывался от нее. И я целый день пролежала с очень сильной болью в животе и с очень неприятными эмоциями. Поэтому пусть мой жизненный урок отложится в вашей голове, и даже если у вас будет очень сильно болеть голова, и вы захотите бессознательно принять таблетку на голодный желудок, не делайте этого. Вот съешьте хотя бы что-то, там кашу, йогурт, вот все что угодно, там чай с бутербродом. Но самое главное,
главное, не принимайте таблетку на голодный желудок. Это огромная ошибка. Следующий жизненный урок, который я получила благодаря книге, кстати говоря, она у меня здесь стоит, это книга «Эссенциализм». Так вот, если вы ранее смотрели фильм с Джимом Керри «Всегда говори да», то это уже не работает. Эссенциализм — это учение о том, что среди массы предложений, массы всего того, что нас окружает, нужно выделять, что для нас действительно важно, и выбирать это. То есть говорить «нет» какой-то встрече, говорить «нет» какому-то предложению, в зависимости от того, что вы понимаете, вот лучше, чем я пойду сейчас гулять, я доделаю работу, после этого спокойно высплюсь, и там, ну вот знаете, все просто будет хорошо, все будет органично, и не бояться, знаете, даже кого-то обидеть. Вот представьте, вы позвали кого-то гулять, вы же не обидитесь, что если вам скажут «нет», там «нет, прости, я буду занята», вы такие «ладно, окей, позову там другого друга или пойду одна гулять». Но почему-то мы сами всегда боимся сказать это «нет», боимся, что человек обидится, не так поймет. Но самое лучшее, что вы можете сделать по отношению к себе и по отношению к другим людям, это говорить правду и поступать так, как вы чувствуете, что будет лучше. Далее я пыталась загнать себя под шаблон. Конечно, когда мы взаимодействуем с какими-то людьми, мы можем перенимать их черты характера, их поведение, возможно, плавность движений. Но я сейчас говорю конкретно о том, что я смотрела на других людей, видела в них какие-то особенности, и если я чем-то отличалась, я думала, что это не мои отличия, не мои особенности, а это мои изъяны. И в один момент я подумала, а что если со мной изначально все так? А что если изначально со мной все нормально? И после этого осознания я стала не только увереннее в себе, я стала не только принимать себя, я стала принимать и других людей. То есть независимо от того, какие у них вкусы, какие у них взгляды на мир, эти взгляды могут кардинально отличаться от моих взглядов, и я это просто принимаю. То есть этот человек имеет такие особенности, я имею другие особенности, и нам не обязательно быть похожими и стремиться к некоторой середине. Поэтому жизнь, спасибо, что научила меня тому, что нужно принимать себя, свои особенности, а также нужно принимать особенности других людей. Этот урок я поняла слишком поздно. Хочется вернуться назад, к себе помоложе и сказать: слушай, девочка, вот сейчас очень внимательно меня слушай, каждое слово, которое я говорю. Не принимай близко к сердцу осуждение других людей. Осуждение: ой, а что ты какая худая? Ой, тебе бы поправиться. Ой, что ты не ухаживаешь за ногтями? Ой, тебе бы родить ребенка. Ой, тебе бы выйти замуж. И все другие осуждения вот просто не принимай близко к сердцу. Я искренне верю и искренне хочу, чтобы каждый из нас, все люди на земле, были более, знаете, так тактичные, более неосуждающие и могли принимать других людей такие, какие они есть. Потому что мы ведь не знаем полной картины. Даже если это наш незнакомый, либо очень знакомый человек, друг, мы не можем знать его на 100%. Часто мы осуждаем людей, но, знаете, ведь вы не можете знать, может быть, эта девушка не может забеременеть. И вы вот этим колким вопросом, а почему ты еще не родила, вы очень раните душу человека. Я сейчас даже заплачу, мне кажется. Но я думаю, вы понимаете, в чем суть, что все наши догадки и так далее, не стоит их иногда озвучивать и не стоит вообще об этом думать. Если уж тем более вас кто-то осуждает, не принимайте это близко к сердцу, относитесь с позитивом, максимум, что можете сказать: ага, все, я пошла дальше. Следующий жизненный урок связан с боязнью изменений, будь то работа или переезд. Потому что раньше я боялась изменений и обертывала все это только негативной формой, то есть на следующей работе будет только хуже, зарплата будет ниже, мне не понравится коллектив. И все эти мысли могли стать стимулом для того, чтобы ничего не менять. Но знаете, если вы уже думаете о том, что вам нужны перемены, вы уже знаете, что вам что-то в корне не нравится на этой работе, то это звоночек, что что-то нужно менять. Конечно, возможно, не сразу найдется лучшая альтернатива, поиски будут долгими, но по моему личному опыту всегда становилось только лучше. С опытом смены работы я, наоборот, начала понимать, что для меня важно, что мне нравится, что мне не нравится, на что стоит обратить внимание при выборе работы. И тем самым жизнь меня и научила, что жизненные перемены не так и страшны, они даже важны. И сейчас минутка полезной рекомендации. Предлагаю вам пройти профориентационный тест от школы визуальной культуры Band Bank Education.
Если вы думаете сменить профессию на свободную и творческую, например, дизайн, это отличная возможность узнать себя лучше, проанализировать свой текущий опыт и определить, какое направление подходит лично вам. Тем более в конце теста вы получите подарок – курс по самореализации в карьере. Благодаря ему разберетесь с первыми шагами на пути к профессии и составите четкий план действий. И в целом ББЕ – это школа с историей, узко сфокусированная на дизайне. Ребята выпустили 3 фильма, в числе которых «Лепота». Он, кстати, был показан на международном фестивале документального кино. А преподают в школе лидеры этой индустрии, которые работали с Vogue, Chanel, Nike, Третьяковской галереей, Яндекс и другими крупными брендами. В общем, переходите по ссылке в описании, проходите бесплатный тест и узнавайте себя лучше. Кстати, мы с этой школой дружим, поэтому я попросила для вас промокод CALM. Он даст скидку 40% на все обучающие программы до конца мая. Итак, следующий урок – это делать выводы раньше времени. Например, думать о том, что мне не подойдет это, даже не попробовав. И под это я подразумеваю совершенно разное в разных сферах. Но яркий пример – это одежда. Иногда, гуляя по магазину, либо просто видя на ком-то какую-то вещь, ты думаешь, вот она мне точно не подойдет, даже мерить не буду. Но однажды я провела эксперимент и ходила по магазину, выбирала то, что вот мне кажется 100% мне подойдет, и выбирала то, что мне показалось интересным, но я была уверена, что вот лично мне это не подойдет, но я все-таки взяла. Далее я пошла в примерочную, все на себе посмотрела, и оказалось так, что в точности наоборот. Я выбрала те вещи, на которые я рассчитывала меньше всего и думала о том, что мне они точно не подойдут. В итоге они мне и подошли лучше всего. Итог такой, что не делай выводов раньше времени, всегда дай возможность проявить себя человеку, проявить себя вещи, показать себя, попробовать это, ощутить на себе и только потом уже делать выводы. Поэтому поспешные выводы нет. Следующая мысль заключается в том, что какой ты была в прошлом, не определяет то, какой ты будешь в будущем. И меняться это нормально. Эту фразу вы могли слышать много раз, я слышала это много раз, и я не придавала ей такого большого значения, пока не столкнулась с этим напрямую. И здесь я хочу рассказать вам про обратную сторону YouTube. Конкретно я боялась меняться из-за давления, которое я получила в парочке комментариев. А именно в этих комментариях писали, что как это? Ты раньше говорила, что ты сделала каре, потому что ты не ощущаешь себя с длинными волосами, а сейчас ты снова ходишь с длинными волосами. Другие комментарии я дословно не помню, но их суть заключалась в том, что вот раньше ты говорила так, а сейчас себе противоречишь. И представляете, эти самые комментарии в моменте на меня повлияли так, что я стала бояться меняться. Например, на днях мне захотелось сделать себе маникюр. Но так как в одном из своих видео я говорила, что я не делала свой маникюр, я подумала, а как это? Получается, я сама себе противоречу, я боюсь меняться. Но поразмыслив, я поняла, что не стоит этого бояться, потому что изменения могут быть везде. Изменения могут быть как за 2 года, когда 2 года назад я сделала каре. Также изменения могут быть за месяц, да и даже за день. Вы можете изменить отношение к чему-либо, вы можете поменять свой взгляд, вы можете даже на время что-то передумать и вот делать то, что вы раньше даже не думали, что будете делать. Поэтому я перестала бояться осуждения и так остро реагировать на комментарии. Тем более я поняла, что такие комментарии люди могут писать даже не со зла, не с целью обидеть меня, а потому что они смотрят мои видео подряд, может быть даже за один день. И, конечно, может возникать диссонанс, что в одном видео я говорю так, а в другом видео уже себе противоречу. Поэтому, если вы смотрите блогеров, если вы смотрите видео, нормально, что человек может себе противоречить, потому что прошло время, потому что я изменилась, может быть на время, может быть навсегда. И, кстати, по поводу волос, мне сейчас нравятся и длинные, и короткие, то есть иногда мне рука тянется сделать каре, потому что это супер удобно. Раньше я думала, что душа человека стареет. И если человек намного старше меня, то у нас с ним будут совершенно разные интересы, у нас не будут пересекаться темы для разговора, и, в общем-то, не о чем будет разговаривать, потому что у человека другой взгляд на мир, и можно сказать, он даже живет в другом мире. Но на самом деле он живет с вами в одном и том же мире. У него могут быть те же самые убеждения. И, скорее всего, это такой же простой человек, которому совершенно недавно было 18, но он резко повзрослел, он, может быть, помудрел, он обрел опыт, он успел, например, куда-то съездить или родить ребенка, но по факту это такой же простой человек, как и вы. Возраст не меняет людей в корне, и поэтому не стоит относиться ко взрослым людям таким, как вот это совершенно другие люди, там что-то совершенно другое, это те же самые люди. Им просто 18 плюс 50. Жизнь меня научила тому, что не нужно закрываться от мира, не нужно закрываться от людей, которых вы каждый день встречаете в своей жизни. Это может быть минимальное «здравствуйте» в подъезде, или, например, вы приходите к своей подруге, ее мама приготовила классный, вкусный ужин, вы это едите,
Не стесняйтесь спросить рецепт, поинтересоваться, как-то обсудить что-то. Например, я недавно видела на улице семью, которая около нашего дома что-то сажала. Я проходила мимо и не постеснялась спросить: а что же вы тут сажаете? И они мне рассказали. Поэтому будьте открытыми, будьте любознательными к этому миру, и ваши какие-то знакомые, друзья, люди, с которыми вы пересекаетесь, могут поделиться с вами не только опытом, также могут эмоциями и чем-то интересным. Последний урок, которому научила меня жизнь, но он, наверное, такой самый милый, это фотографировать и ловить моменты. Это может быть что-то простое, либо более значительное, встреча с друзьями, поездка к родственникам, либо простая прогулка вечером с подругой. Сделайте один снимок на память, даже если вы выглядите как-то не очень хорошо сегодня, или вам кажется, что фон не самый идеальный, просто делайте. Потому что через несколько лет эти снимки обретут особый смысл. Вспомните фотографии из детства. Каждая из них уникальна. Каждая фотография кажется такой простой, но в то же время жизненной. И еще один пример — это смотреть на старые фотографии, например, лет 40 назад, которые сделаны. Я недавно смотрела, и фотография вроде бы самая обычная, просто фотографии улицы. Но в то же время я смотрю, как изменился наш мир. Например, этих рельсов уже нет, на лошадях уже не ездят, люди носят другую одежду, и много таких маленьких деталей, которые постепенно изменяются, и вот день за днем мы не можем замечать этих изменений. Но если у нас будут фотографии, которые мы можем делать не часто, но все-таки делаем, то через 10 лет мы на них посмотрим и подумаем: вау, как тогда было мило, что вот улица выглядела так, или что мы были в таких свитерочках. И с возрастом все больше понимаешь ценность таких снимков, потому что один раз ты можешь не сфотографироваться, потому что у тебя грязные волосы, и ты будешь думать, что момент повторится. Но дело в том, что моменты не повторяются, поэтому ловите моменты уже сейчас и делайте снимок. Чик-чик. Спасибо вам за просмотр, приятно было пообщаться. И, кстати, пишите в комментариях, чему вас научила жизнь, потому что мы все это будем читать. Ну а я желаю вам отличного дня и до встречи в новом видео. Пока-пока! Кстати, Ноксик, посмотрите, сидела все видео на фоне. Последние 2 ролика она постоянно прыгает на фон. Я не знаю, как она чувствует, видимо, она любит сидеть на фоне, сниматься на видео и общаться с вами.